Сегодня мы займемся лососем. Смотрите внимательно. Сейчас я покажу вам способ, который чаще всего используют в Японии. Жаль со всеми делиться, но раз обещал. Вот такие 3 способа засолки. Будет вкусно в любом случае. Коничева. Добро пожаловать в Фудзивара Йоши. Думаю, вы с первого взгляда уже поняли, что сегодня мы займемся лососем. Дело в том, что в Японии лосось едят издревле. У нас есть много техник работы с ним и еще больше вкуснейших блюд. В Украине же, как по мне, лосось используют довольно ограниченно. Но кроме суши и сашими очень любят положить кусочек соленого лосося. Поэтому сегодня я расскажу, как правильно разделывать лосось и покажу несколько моих любимых способов маринадки. Спасибо огромное, что смотрите наш канал. Буду очень благодарен, если вы посмотрите это видео до конца. И если вам понравится, поставите лайк, а может даже оставите под видео свои пожелания и комментарии. Итак, начнем с разделки лосося. А потом я покажу, что из него можно приготовить. Я заметил, что в Украине многие люди, разделывающие лосося, делают это очень по-разному, а иногда достаточно опасно. Они могут как-то неправильно использовать ножи или же направлять лезвие не туда, куда надо. Сейчас я покажу вам способ, который чаще всего используют в Японии. Посмотрите, пожалуйста, и если вам мой способ покажется более простым в исполнении, просто повторите за мной, и все получится. Сейчас мы мигом его разделаем. Сначала, конечно, нужно удалить чешую, но у моей рыбки она уже счищена. Весь процесс очистки чешуи я детально показывал, когда мы готовили сибас на пару. Так что, если хотите, можете посмотреть это видео. Я там все подробно объясню. Что ж, приступим. Сначала отделим голову. Делаем надрез здесь, возле жабр. И ведем до хребта. Переворачиваем и повторяем. А теперь смотрите внимательно. Делаем глубокий надрез по спинке и снимаем филе. Отделяем его от хребта со стороны хвоста. Переворачиваем и срезаем хребет из второго филе. Дальше убираем плавники и реберные кости. Вот так. Еще нужно убрать полоску жира вдоль спинки. Все, рыба разделана. Теперь удалим кости вот по этой линии. Хорошо, если у вас есть пинцет. Косточки легко почувствовать, если провести вот здесь пальцем. Как узнать, что работа сделана хорошо? Просто проведите пальцем вот по этой линии. Если вас ничего не укололо, значит вы справились. Старайтесь убрать все острые части. Это повлияет на качество блюд, которые вы потом приготовите. Отлично. Теперь соль. Щедро посыпьте солью емкость, в которую будете выкладывать рыбу. Сверху тоже тщательно и равномерно солим. Вот так. Оставляем примерно на 30 минут. Можно так оставить, можно отправить в холодильник.
Итак, прошло 30 минут. Посмотрите, как теперь выглядит филе лосося. Благодаря соли из рыбы вышла излишняя влага и жир. Не обязательно даже смотреть на часы. Вы и так это можете понять по виду рыбы. Видите, даже цвет филе уже не тусклый, а более яркий. Дожидаемся такого эффекта, а дальше быстренько смываем все ненужное прохладной водой. Сейчас мы так и сделаем. Вот так. Старайтесь лить воду на рыбу сверху. Вот. Тут самая нежная и уязвимая часть филе. Поэтому промываем ее осторожно, под наклоном, чтобы ничего не нарушить. И также аккуратно просушиваем наше филе полотенцем. Просто заверните и слегка прижмите. Лучше так и оставить на несколько минут. Дальше нарезка филе. Есть много разных техник, но чаще всего режем либо так, горизонтально, либо так, вертикально. Так как в японской кухне одна рыба может использоваться и для суши, и для сашими, нарезаем вот так. Почему? Так легче использовать кусочки для сашими. Если же филе предназначено только для суши, нарезаем сначала вот так, а потом по диагонали вот так. Но сейчас мы разделаем наше филе самым простым, легко применимым в домашних условиях способом. Сделаем вот так, надрез тут, рядом с позвоночником, немного ниже. Теперь срежу полоску с жилами вдоль линии позвоночника. И последний этап — срезаем кожу. Не бойтесь, если на ней останется немного мяса. Ведь кожу тоже можно вкусно приготовить. Я всегда специально оставляю на ней несколько миллиметров филе. Просто немного приподнимаю лезвие ножа. Вот так. Видите? Если вы собираетесь готовить суши и сашими, тщательно очищайте филе лосося вот до такого расстояния, срезая насыщенное кровью темное мясо вдоль позвоночника. Оно неприятное на вид, да и жира там может быть много. Если хотите просто пожарить рыбу, такие части можно оставить. Теперь второе филе. Сегодня у меня лосось небольшого размера. При отделении кожи от филе лосося такого размера можно просто надрезать тут, у хвоста, и срезать кожу. Вот так. Но в домашних условиях даже с такой рыбиной будет сложно справиться одним махом. Так что советую предварительно такой кусочек все же разделить. Давайте покажу вам еще один способ нарезки. Это будут стейки. Их нарезаем вот так. Это я буду использовать позже, поэтому я примерно на такие кусочки порезал. А если надо для долгого хранения, нарежем покрупнее. Секундочку, сейчас я емкости подготовлю. И, как и обещал, покажу 3 самые простые способа маринования лосося. Итак, первый маринад. Наливаем примерно 50 мл саке. Добавляем столько же соевого соуса.
Кусочки рыбы вот так вот погружаем в маринад. Они должны быть хорошенько им покрыты. Получается вот так. А дальше отправляем в холодильник на 2-3 часа. После этого вынимаем, заворачиваем в пленку и снова кладем в холодильник. Такую рыбу можно использовать и в тонко нарезанном, как сашими, виде, и обжаривать, готовить в микроволновке или на пару. А можно отправить такую рыбу в морозилку, завернув в пленку. Месяца 2-3 она спокойно там может храниться. Поверьте, пожалуйста, будет вкусно в любом случае. Это я вам обещаю. Ну что ж, еще один способ мариновки лосося. Хотел бы сохранить его в секрете, но решил, что вы должны его попробовать. Наливаем саке. Теперь соевый соус. А теперь еще и мирин. И сюда же добавим мисо-пасту. Тоже примерно одну ложку. Как вы заметили, все ингредиенты в равных частях. Мне нужен венчик. Так легче и быстрее размешивать эту смесь. Но даже если останутся небольшие комочки, не страшно. Это просто маринад. Видите? Все просто и быстро. В профессиональной терминологии это маринад юанжи для юаньяки. А это сайкёдзуке из солодкого мисо в киотском стиле для сайкёяки. Домашний вариант. В таком маринаде лосось должен мариноваться 3-4 дня. После чего рыбу можно просто вынуть из маринада, слегка промыть прохладной водой, избавиться от лишней влаги и отправить жариться в духовку или на сковороду. А если хотите использовать ее позже, просто заморозьте, потом уже промоете перед приготовлением. Ну что же, следующий, третий способ. Им, конечно, тоже жаль со всеми делиться, но раз обещал, делюсь. На пищевую пленку насыпаем немного морской соли. И сверху на рыбу тоже. Если просто завернуть, получается малосольный лосось, которого многие готовят дома. А вот что получится, если его готовить в японском стиле. Нарежем зеленый лук и лимон. Возможно, украинские семьи используют другие специи, типа шалфея или гвоздики, но у нас стиль японский. Поэтому делаем вот так. Готово. Такую заготовку не промываем. После ориентировочно 3 часов маринования лосось можно нарезать слайсами и угощаться. Вот такие 3 способа засолки. Буду очень рад, если вы их попробуете приготовить у себя дома. Спасибо огромное за то, что досмотрели до конца это видео.
Сегодня я показал вам, как разделывать лосося на филе и замариновать 3 разными способами. А в следующих видео я обязательно покажу, какие блюда можно приготовить из свежего лосося. Пишите, пожалуйста, свои пожелания в комментариях, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. Так вы точно ничего не пропустите.